штат Флорида, и многие сразу вспоминают Майами. Пляжи, девчонок в бикини, жару и состояние беззаботности. И как же в таких условиях могло родиться это? Стиль металлических звуков, разрывающих острыми краями плоть музыкального андеграунда конца 80-х. Но сегодня мне хотелось начать свой рассказ не про стиль в общем, а конкретно за флоридскую школу Death Metal. Поведать вам о ее первопроходцах и первую часть, конечно, посвятить группировке под предводительством Чака Шульдинера. Сразу хочу сказать, что постараюсь не лезть в дебри его судебных процессов с лейблами и менеджерами, в доскональное изучение его конфликтов с приходящими в его команду музыкантами, и не буду обсасывать все подробности его болезни и швырять в вас прочие грязные трусы. Конечно, совсем не коснуться характера Чака, отношений с теми, кого он называл друзьями, невозможно. Без этого рассказ получится пресно. Скажу лишь, что отец Дэс был талантливым человеком, а они, как правило, непросты в общении из-за гениальных тараканов, топчущихся в их головах. Шульдинер был из таких. Плюс ко всему его мизантропия, прослеживающаяся во многих интервью, да и в текстах команды. А также излишняя материнская любовь, хотя с ней тоже не все так просто, не могли не сказаться на его навыках общения с окружающими. Хотя, опять же, в интервью бывший барабанщик Death Джин Хоглан с нескрываемой теплотой вспоминает, как он работал с Чаком. И не только он, но к этому позже. У всего есть две стороны, об этом не стоит забывать перед погружением в кровавые воды Death Metal. Говоря о становлении жанра, я хочу как можно подробнее разобрать как отцов, коим и является Чак, так и коллективы. Так что готовьтесь к огромному количеству информации. Чарльз Майкл Шульдинер родился 13 мая 1967 года на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Точное место, где жила семья, неизвестно. И это далековато от штата Флорида. В семье Джейн Шульдинер, родом из Северной Каролины, и Мала Шульдинера, эмигрировавшего со своими родителями из Австрии. И тут я хочу сделать отступление. После прочтения тонн интервью и просмотра документального фильма о команде, у меня сложилось мнение, что отец в семье был чем-то вроде мебели. И с учетом того, что ни один человек не задал ему ни одного вопроса о жизни его сына, скорее всего, умер. Но это не так. Батя на момент написания материала здравствует и пребывает в хорошей форме для своего возраста. Более того, судя по семейным архивам, он обладает чувством юмора и явно бодрым творческим зарядом. Ну, посмотрите на его костюмы на Хэллоуин. Интересно и то, что пишет про своего деда племянник лидера Death, ведущий страницу команды на Facebook. Он написал, что без его поддержки Чаку его творческие потуги не принесли бы плодов. Заявление смелое, скажу я вам, и идет вразрез с тем, что говорят соратники Шульдинера о том, что он скорее терпел и смирялся с тем, что его пиздюк творил у них в гараже жаркими флоридскими днями в начале 80-х. Помимо родителей, в семье было еще двое старших детей, сестра Бет и брат Фрэнк. И как гласит народная поговорка, младшим всегда достается все лучшее. И по наблюдениям, часто им единственным достается талант в какой-либо сфере. Чак не был исключением. По обоим пунктам. Для того, чтобы мы сегодня рассматривали именно флоридскую школу, семья Чака была вынуждена через год после его рождения перебраться южнее, ближе к пальмам и будущим музыкальным свершениям мальчугана. Про то, что была вынуждена, это шутка, если что. Добро пожаловать в Альтамонте-Спрингс, небольшой городок, расположившийся недалеко от Орландо. И вот так сейчас выглядит дом, где батя флоридского Death Metal провел свое детство. Первые 8 лет, прожитые под теплым американским солнцем, никак не выделяются на фоне жизни обычного сорванца тех лет. Но потом происходит событие, которое, возможно, и послужило отправной точкой как к музицированию Шульдинера, так и названию стиля и группы. В возрасте 16 лет погибает его старший брат Фрэнк. И если бы я цитировал Википедию, я бы вам наплел про несчастный случай и автокатастрофу. Но я наткнулся на очень интересный факт,
опровергающий теорию, созданную семьей фронтмена Death о гибели их старшего сына. Меня насторожило то, как старательно мать и сестра Чака в интервью обходят темы, связанные со смертью старшего брата, но в подробностях рассказывают о последних днях жизни младшего. Я нашел источник, утверждающий, что Фрэнк Шульдинер погиб от несчастного случая, и автомобили тут ни при чем. Он умер от огнестрельного ранения, и ствол, который, по мнению следствия, выстрелил нечаянно, был в руках его двоюродного брата. После этого случая семьи длительное время находились в весьма тяжелых отношениях. И это неудивительно. А шульдинеры придумали свою историю. В любом случае, это непроверенная информация, но тем не менее, я склонен верить этой версии. Смерть брата сильно повлияла на малолетнего Чарльза, что, как я говорил, сказалось на его творчестве. Через 12 лет ей будет посвящена песня Open Casket с альбома Leprosy. Кстати, возможно, тот двоюродный брат был со стороны отца Чака, потому батю и списали, но это лишь теория. После похорон старшего сына, малый Джейн, дабы утешить младшего по рассказам последней, покупает юному Чаку гитару и записывает его к преподавателю. И хотя многие источники считают это чуть ли не судьбоносным решением его предков, будущему фронтмену Death это быстро наскучило. В книге Choosing Death Альберта Модриана есть слова Шульдинера о том, что до того, как он начал лобать в группе, он играл на гитаре 6 или 7 месяцев. Видимо, по малолетству будущую звезду Death Metal больше интересовал спорт, в частности футбол. Не тот, где дядьки толкают друг друга, а там, где пинают мяч ногами и симулирует боль, лежа на траве, за миллионные контракты. О чем свидетельствуют фотографии и даже кубки. Второе место в каком-то состязании. Красавчик. Хотя в одном интервью Чак и говорит о том, что металл он слушает лет с 9 или 10, скорее это было легкое увлечение, не сподвигшее его вернуться к занятиям по мучению акустической гитары в те годы. Но спорт хорошо, а тяжелая музыка еще лучше. И подрастающий Чак увлекся, конечно же, группой Kiss. Всем же нравятся люди в масках, гитарные запилы и длинные волосы. Но вот уже футболки с раскрашенными дядьками сменились на футболки с Iron Maiden. И Шульдинер берет в руки гитару, чтобы через 6 или 7 месяцев организовать свою первую группу. 1982. Вечеринка, где тусуются местные железные братья, слушая местечковые команды. Она стала отправной точкой для будущей карьеры Чарльза. На тусовке он знакомится со своими первыми коллегами. Рик Роуз, он же Фредерик Де Лилла, и Кэм Ли, он же Барни Ли, которые не прочь поджимовать какое-нибудь страшное музло, забив на школу. Стоит сказать, что эти двое уже пытались что-то играть до начала сотрудничества с Шульдинером-младшим. Рик, например, даже принимал в 81-м участие в какой-то школьной самодеятельности. Видимо, насмотревшись на своих новых приятелей, Чак решает, что школа мешает его музыкальной карьере и шлет ее на 6 веселых букв – Мантас. Именно так какое-то время будет величать себя первое детище молодой звезды Death Metal. Еще одно отступление. Очень мало информации по поводу того, кто придумал название Мантас. В книге Альберта Модриана говорится об увлечении Ли и Де Лилла группой Venom. Мол, в честь гитариста этой команды, собственно, и был назван коллектив, в который пришел Чак. И вот мы опять подходим к очень спорной информации. Если верить тому, что говорилось в документальном фильме Death by Metal, мать Чака души не чаяла в своем чаде и всячески потакала всем его прихотям. Но в интервью для журнала Guitar World от сентября 2008 года Джейн Шульдинер говорит следующее. Чак бросил школу незадолго до ее окончания, чтобы заняться поиском лейбла. Мы, то есть родители, говорили с его школьным консультантом, который убедил нас дать Чарльзу шанс осуществить его мечту. Что мы и сделали, взяв с него слово, что если в течение года он не подпишет контракт с лейблом, то закончит школу и поступит в колледж. Вот так вся бесконечная материнская любовь тает на глазах. Скажем спасибо тому консультанту, что умудрился убедить старших Шульдинеров дать мальцу шанс. Как вы понимаете, контракт был подписан, но мы забегаем чуть вперед. Вскоре после встречи вся троица, обозвав себя Рик Роуз, Кэм Ли и Evil Чак,
запирается в гараже у Шульдинеров и начинает терзать родителей, которые уже и не знали, как изолировать помещение, наполненное адскими звуками, и избежать вызовов соседями полиции. Как я говорил, Чаку было 16, и это был конец 1983 года. Теперь немного истории Death Metal. Примерно в то же время на калифорнийском берегу появляется еще одна команда, считающаяся одной из прародительниц жанра – Possessed. Эти парни в 84-м записывают демо Death Metal, дав, как многие считают, название новому стилю. Но параллельно с ними Mantas записывает демо Death by Metal. По качеству хуже, чем парни из Сан-Франциско, но давайте сравним, кто из них дальше ушел от трэш-метал и максимально приблизился к канонам Death Metal, если так можно сказать. В первом демо на вокале в большинстве треков, кстати, Кэм Ли. У калифорнийцев более выражены корни из трэш-метал, нежели у флоридцев. Если не согласны, пишите комментарии. Конечно, есть много команд, которые были близки к тому, чтобы именоваться отцами Death Metal. Но это тема для отдельного видео. Очень много разговоров за то, кто придумал стиль, придумал его название. Тем не менее, в интервью музыканты Mantas говорили, что ознакомились с демо Possessed только после того, как записали свою вторую демку, а она уже вышла от банды с новым названием. Но, по рассказам Ли, он, услышав сырую запись от одержимых, сказал Чаку, что вот как они, Death, должны звучать. Интересно, уйдя впоследствии в Massacre, он тоже ставил записи Possessed своим новым корешам или нет? 80-е. Это расцвет фильмов ужасов, и, конечно, это не могло не отразиться на лирике подростков, играющей тяжеленный, по их мнению, металл. На наших сегодняшних мальцов эти фильмы тоже оказали влияние. Вспомнить хотя бы трек Evil Dead. Именно «Зловещие мертвецы» стали знаковым событием в жизни подростков из пригорода Орландо. Вспоминает Кэм Ли. «Зловещих мертвецов» крутили в кинотеатре каждый уикенд. И я помню, как мы стояли в очереди и разговаривали. И Чак сказал, почему бы нам просто не сменить название с Mantas на Death? И мы сказали, это прекрасно. Это также отражено в книге Choosing Death. Странно, но в одном из интервью Чак рассказывает о том, что он создал свою новую группу Death и за неимением музыкантов был вынужден снова начать играть с Риком и Кэмом. Это попахивает пиздежом. Смена имени была хорошим решением, и сразу после этого парняги пишут новое демо Reign of Terror. Качество записи также оставляет желать лучшего. Но этого было достаточно, чтобы отправиться в пригород Тампы, Брэндон, и устроить сейшн в местном пабе под названием Раби вместе с Nasty Savage, крутой в то время трэш-метал группы. Смерть подошла к своему первому концерту с творческой стороны, измазавшись кетчупом или чем-то похожим, дабы создать иллюзию крови на телах. По мнению очевидцев, банда Чака задала жару, хотя, возможно, все было не так уж и круто. Тем не менее, парняги почувствовали вкус славы, а она опьяняет. А теперь еще одно отступление по поводу Nasty Savage. Ища афишу с концертов этого коллектива, я наткнулся на совместные концерты трэшеров с Mantas в 1985 году. И это странно. Как странно и то, что на афишах в одном случае написано «Mantus», а в другом логотип, и может я, конечно, ошибаюсь, но тут написано «Mantis». К сожалению, какой-то конкретной инфы по этим фактам я не нашел. Вообще о том, что это не наш Mantis, говорит и вот это. Группа была из Plant-City, что тоже во Флориде. А наши парни, если что, из Альтамонте-Спрингс. Но вернемся к нашим Дедстерам. Впоследствии бутлежная запись этого концерта разлетелась по всему свету, но это было уже через приличное время после смерти Чака. Мы опять забегаем вперед.
Отступим немного от основной линии повествования и вернемся на год назад. Расскажу вам, как жизнь интересно сводит людей вместе. Будучи еще в составе Мантас, Шульдинер тусил у своего закадычного школьного кореша Дэвида, когда к ним пришел еще один ученик старших классов, Бобби Коумли, который через много лет примет участие в записи альбома Death, пока не скажу какого. Там Шульдинер знакомит его со своей группой Мантас, называя ее первой флоридской дэз-метал группой. А также в одном из интервью Бобби говорит, что на то время, 1984, уже слышал Possessed. И в это я мало верю. Тем не менее, тогда судьба развела их по разным направлениям. Чак пошел переименовывать группу, а Коумли отправился учиться в музыкальный колледж Беркли. Пришел новый 1985 год, и наши парняги снова в гараже у Шульдинеров и снова пишут очередное демо под названием Infernal Death. Наступает весна, и молодая кровь такая молодая. Так что разборки внутри коллектива не заставили себя долго ждать. Первым уходит Рик Роуз. Какие же у него смешные пиздюковские усы. В чем заключается конфликт, непонятно, но через относительно небольшой промежуток времени Чак все же вернется к сотрудничеству с Делило. Ну а сейчас последний покидает состав Death. Кэм же остается с Чарльзом и пишет очередное демо, состоящее из одной песни «Rigor Mortis», на которой у них начинаются первые терки на тему того, кто должен голосить в их банде. Но до их последнего срача возникает очень интересная ситуация, в очередной раз подтверждающая, насколько тесен мир. В начале-середине 80-х в США организовалась сеть распространения демо-записей местечковых команд через андеграундные журналы. Эта схема еще сыграет свою роль в нашей истории. В один прекрасный день в руки Чака попадает демо группы Genocide из штата Мичиган, что не так близко находится от Флориды. Вдохновившись их творчеством, он вырывает басиста и гитариста команды Скотта Карлсона и Мэтта Олива из родных стен и привозит к себе. И эти парни впоследствии сформируют первопроходцев грайндкор в новом свете — Repulsion. Хотя и первые демо Genocide звучали не хлеще раннего Carcass. Соответственно, Скотт был взят как басист, а Мэтт в качестве гитариста на смену Рику. Парни даже пишут одну из своих репетиций без вокала. Один инструментал. И это мог бы быть отличный состав, но, как вы, скорее всего, знаете, с таким лайн-апом группа Death не выпустила ни одного альбома. Всему виной начавшееся между Кэмом и Чаком разбирательство по поводу того, кто же будет стоять за микрофонной стойкой. По словам Ли, ему уже окончательно надоела ударная установка, и он хотел сконцентрироваться на вокальной вакханалии. Но Шульдинер не хотел, чтобы место фронтмена занял кто-то другой. Кэм пытался договориться с мичиганскими парнями, чтобы их ударник переехал во Флориду и занял его место. Скорее всего, это стало последней каплей в пиздюковских разборках, и бывший барабанщик Death, помахав рукой, свалил на вольные хлеба. Отцы Repulsion, видимо, насмотревшись на все это мракобесие и поджимовав месяцок с Шульдинером, решили, что в данной ситуации им нет смысла оставаться в составе группы Death, и, собрав вещи, отправились на вокзал, оставив Чака наедине с демо-записью канадцев Slaughter. Как вспоминает сам Карлсон, когда Шульдинер поставил им запись Slaughter, в его голове мелькнула мысль, что надо завязывать с проектом Чака и предложить Мэтту играть что-то в духе канадцев. Видимо, это и стало основной причиной отъезда будущих Repulsion домой. Или они так аккуратно ушли от ответа о реальных причинах разрыва с Death. Сам Шульдинер находился под большим впечатлением от Slaughter и решил, что вот та музыка, которую он хочет играть. Только надо было сделать ее еще жестче, быстрее и тяжелее. Недолго думая, он собирает нехитрый скарб и отправляется в Сан-Франциско, чтобы объединиться с Эриком Брехтом, бывшим барабанщиком группы DRI, играющей в то время смесь хардкора с трэш-металлом. Брехт также вербует своего знакомого Эрика Мида в качестве басиста, хотя тот, по его же собственным словам, до того момента, как ему позвонил барабанщик,
был гитаристом и ни разу не держал в руках бас. Стоит еще отметить и то, что оба были музыкантами хардкор-панк-сцены и не сильно разбирались в том, что творится в металлическом андеграунде. И вот 1985 год. Трио из двух Эриков и Чака заседает на репетиционной точке, начинает играть старый и попутно сочиняет новый материал, а также пишет демо Back from the Dead. И выступает на местных сейшенах. Впоследствии одна из записей всплывала в фанатских кругах и попала, на удивление, в руки Скотта Карлсона, который и сделал копию для Эрика Мида. Также новый басист был сильно удивлен количеством фанатов Death на концертах, ведь он шел играть в никому, по его мнению, неизвестную группу. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. По словам Мида, музыка Death ему никогда не нравилась, но еще больше ему не заходили тексты команды. И вот примерно через полгода репетиций Эрик решил указать Чаку на то, что тексты про трупаков и вырванные кишки — это подростковое говно. И стоит рассматривать темы посерьезнее. Миду на тот момент было 22, а Шульдинеру 18. Возраст, конечно, не всегда идет в ногу со взрослением, но в 22 Чак тоже будет так думать и поменяет направление своей лирики. А в 85-м ему было 18. И после небольшой перепалки батя Дес, хлопнув дверью, ушел на улицу ждать свою подругу, у которой жил в Сан-Франциско, и которая должна была забрать его на своей тачке. Ждал час. И по словам Мида, они могли бы извиниться перед ним, и все бы вернулось на старые рельсы. Но Эрики не посчитали нужными это делать, решив, что Death проходная группа и тратить время на нее – плохое занятие. Через несколько лет Эрик Мид купит первый полноформатник Death и будет разочарован тем, что его имя не указано на обороте пластинки. Ведь часть того, что они делали в 85-м, Чак использует при написании альбома про трупаков и кишки. Родная Флорида вновь приветствует своего дес-металлиста теплом и родительскими нравоучениями. Не опустив руки, Чак созванивается с гитаристом канадцев Слоута, Дэйвом Хьюсоном, который убеждает малолетнего Шульдинера бросить попытки собственной командой и, отправившись за пределы родной страны, присоединиться к ним в качестве ритм-гитариста. Многие не решились бы на такой шаг, но только не Чак, привыкший к кочевой жизни. Прощай, США, и здравствуй, Канада. Отца флоридской школы смерти селят в подвале дома, где жили родители басиста и вокалиста Терри Седлера, и приступает к репетициям, на которых играет и материал Death. Слава Дагону, остались записи тех репетиций. Но Шульдинера-младшего хватило только на 2 недели, спустя которые он позвонил родителям и попросил денег на возвращение домой. Гитарист Слоута, вспоминая те времена, называет основной причиной разрыва, помимо того, что Чаку не нравилось условия проживания в подвале, то, что он не смог оставить свою команду позади. Ну да, вы же ее песни играли на репетициях. В итоге до записи альбома осталось совсем немного времени. Канадцы решают, что Шульдинер тянет их вниз, и по обоюдному согласию отправляет американца обратно домой. Многие, наверное, опустили бы руки. Вернулись в школу, но не наш парень, который после прибытия домой узнает, что Ли отправился в Тампу и присоединился к местной команде Massacre. Поняв, что в родном ПГТ ему ловить нечего, Чак снова отправляется в путешествие и опять в сторону Сан-Франциско. Время, выделенное на получение контракта, таяло, и Чаку надо было хвататься за соломинку, чтобы не провалиться в клоаку школьного обучения и последующей скучной жизни. Было начало 86-го года, и отец Дес пришел на маленькую школьную радиостанцию разместить объявление о том, что группа Death срочно ищет барабанщика. Но до того, как реклама пошла в эфир, девушка, работающая диджеем, вспомнила о своем приятеле, колотящем ударную установку. Звали паренька Крис Райферт. По его воспоминаниям, когда ему сообщили о вакантном месте в группе Death, он не мог поверить, что это та самая группа, кассеты которой ходили по рукам среди местной молодежи, и которыми он, по его словам, барыжил. Крис попросил не пускать объявление в эфир до того, как он позвонит Чаку. И хотя в итоге было еще 2 или 3 звонка, место за ударной установкой досталось 17-летнему школьнику. Судьба. Парняги собираются дома у Райферта, мучая его родителей страшными звуками. И быстро отыграв материал, отправляется в ATR Studios, которая находится в калифорнийском городе Лафайет. Там они записывают 3-песенное демо Mutilation.
которая наконец-то сдвигает с места телегу под названием Death. Собственно, эта демка звучит вполне прилично, но не звуком она так интересна, а тем, что было написано на обложке в графе «Fuck off Stu». Зря Эрик Мид наговаривал на Чака за то, что он не упомянул его в записях. Тут всем досталось. И Кэму с Риком, которых Шульдинер назвал пидорами, и Слоутер, которых назвал лжецами, и, конечно же, двум Эрикам, двум миролюбивым уродам, что подтверждает слова Мида о спорах насчет лирики. Это, конечно, ребячество 19-летнего подростка, что никак не красит Чака как человека. Я думаю, с этим спорить никто не будет. Пребывая в гостях у своей подруги, интересно, это та же дама, что возила его на репетиции к Эрикам, которая попутно искала для банды студию для записи и пыталась договориться с лейблом о подписании контракта. Чак скорешился с парнями из трэш-метал группы Seidus и впоследствии заберет у них на время басиста. Но это мы уже забегаем вперед. Не могу отметить то, что Шульдинер умел обзаводиться нужными связями. И вот деваха Чака каким-то чудом сумела договориться с мелким лейблом Combat Record. И Death подписывает контракт. Чак шлет на юг школу и окунается в пучины шоу-бизнеса. Не знаю, что уж было в головах руководства Combat, но они доверили малолеткам самим заняться записью своего альбома. Поэтому Чак, взяв подмышку Райферта, мчится обратно во Флориду и ищет местные студии, где можно по-скорому записать альбом. Хочется отметить, что я не нашел информации, на чьи деньги была произведена попытка записи. Возможно, спонсировала семья Шульдинеров. Уж очень сомневаюсь, что Чак располагал средствами или лейбл так просто раскидывался бабками. Но записанная муть в убогой студии в Орландо не понравилась коммерсантам, и Combat отправляет зеленых звезд Death Metal в Лос-Анджелес, в студию The Music Grinder, записывать пластинку под руководством Рэнди Бернса, который к тому времени спродюсировал и дебют Possessed Seven Churches, который, если честно, по звучанию получился очень так себе, и отличный альбом Megadeth Peace Sells But Who's Buying. Это был просто подарок для молодой команды. На этом первая часть заканчивается. Ждите продолжения на этой стороне гроба.